Всем ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В этом видео мы с вами свяжем вот такую маленькую девочку, куколку. Шапочка в виде гриба, и она будет съемная, то есть пришивать мы ее не будем. Вот такая маленькая девочка получается, примерно сантиметров 12-13 в высоту. Для ее вязания нам потребуется пряжа Yarn Jeans или детская новинка. Я хотела связать ее полностью с Yarn Jeans, но у меня закончились некоторые цвета, поэтому я буду использовать еще и детскую новинку. Так, пряжа нам нужна будет цвет вязать тело и еще 3 цвета для волос, платья, ботиночек и шляпки. Все, 3 цвета любых, какие вам нравятся. Крючок 2 мм или 2,5 размер, ножницы и маркер. Все, приступим к вязанию. Начинаем вязание с ног. Делаем кольцо амигуруми и закрепляем его. Вот так. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали 6 столбиков без накида. Кольцо затягиваем. Вяжем второй ряд. Во втором ряду делаем прибавки в каждый столбик. То есть в каждый столбик провязываем по 2 столбика без накида. Итак, в первый столбик провязываем сразу 2 столбика. Первый, в эту же петлю, второй. Вот так. Следующий столбик провязываем точно так же. Первый столбик. И в этот же второй столбик. Все. Провязываем так до конца ряда. Так, закончили вязать второй ряд. Вот что получилось. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. Начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду провязываем столбики за заднюю стенку петли. Никаких прибавок не делаем. И провязываем 12 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Не забудьте отметить начало ряда. И провязываем так столбики до конца ряда. Провязали третий ряд. Вот что получилось. Когда вы вяжете за заднюю стенку петли, у вас должна такая полосочка получиться. Вот так. Так, было 12 столбиков без накида, никаких прибавлений не делали. Теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду провязываем также 12 столбиков без накида, только за обе стенки петли. Вводим крючок за обе стенки петли и провязываем 12 столбиков без накида. Никаких прибавлений не делаем. Вяжем до конца ряда. Итак, смотрите, я провязала почти четвертый ряд до конца. И не довязывая последний столбик, вот последний столбик, я просто сделала, ввела крючок и вывела нить. У меня осталось 2 петли на крючке. Мне нужно присоединить новый цвет, то есть цвет тела. Вот я не довязала столбик, захватываю новую нить крючком и протягиваю ее через 2 петли на крючке. Вот что получилось. Теперь нужно нить закрепить. Сейчас я провяжу так столбик, просто чтобы закрепить нить. Вот, все. Эту нить мы отрезаем. Так, нить отрезали и завязываем узелок обычный. Можно 2 узелка, чтобы было покрепче. Все. Присоединили новую нить. Столбик пока этот распущу. Так, все. Вот, присоединилась новая нить. Теперь вяжем пятый ряд. В пятом ряду вяжем также 12 столбиков без накида.
за обе стенки петли. Вот в каждый столбик по одному столбику. Довязываем так до конца ряда. Так, провязали 5-й ряд до конца. 6-й ряд провязываем точно так же. Провязываем в каждый столбик по одному столбику без накида. Всего должно быть 12 столбиков. Вяжем 6-й ряд до конца. Провязали 6-й ряд, вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду нужно сделать одну прибавку. Сначала провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков без накида. В 6-й делаем прибавку. Все. Осталось провязать 6 столбиков без накида. Провязываем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего в 7-м ряду должно получиться 13 столбиков без накида. Вяжем следующий 8-й ряд. В 8-м ряду также нужно сделать одну прибавку, но провязываем не 5 столбиков, а 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-й столбик делаем прибавку. Вот так. Осталось провязать 6 столбиков. Провязываем их до конца. И в этом ряду должно получиться 14 столбиков без накида. Все, провязали 8-й ряд до конца. Вот что получается. Вяжем 9 и 10 ряды. В 9 и 10 рядах провязываем по одному столбику без накида в каждый столбик. То есть в 9 ряду провязываем 14 столбиков без накида. И в 10 ряду точно так же провязываем 14 столбиков без накида. Вяжем эти два ряда самостоятельно. Все, провязала 9 и 10 ряд. Ножка закончилась. То есть все, довязали ее до конца. Теперь нужно у первой ножки, которую вот мы провязали, закрепить нить и обрезать. Закрепляем нить. Немного оттягиваем. Все. Это первая ножка, и у нее мы нить отрежем. Вторая ножка вяжется точно так же, только нить отрезать не нужно. От нее мы будем продолжать вязать уже тело. Поэтому первую ножку мы провязали. Сейчас провяжем вторую и начнем вязать тело куколки. Вторая ножка вяжется точно так же, как и первая. Итак, провязали вторую ножку точно так же, как и первую, только нить не отрезаем. Начинаем вязать тело. Складываем ножку пополам, смотрим, чтобы у нас на лицевой стороне были ряды ровные, без перекосов. Столбик без накида последний должен быть посередине ножки. Если у вас немного столбик без накида ушел назад или вперед, то либо распустите, либо довяжите до середины ножки. Все, берем вторую ножку. Точно так же складываем ее пополам. Смотрим, чтобы на лицевой стороне все столбики были ровные. Вводим крючок в серединку, в средний столбик на ножке. И провязываем сразу столбик без накида. Вот так. Это был первый столбик на первой ножке, так скажем. И теперь нам нужно провязать все остальные столбики на этой первой ножке. Второй, третий и так далее. Всего должно быть столбиков 14. Провязываем их. Провязали 14 столбиков без накида по первой ножке. Теперь нам нужно провязать столько же 14 столбиков без накида по второй ножке. Но смотрите, здесь на ножках есть столбики, так скажем, угловые. С них идут уже столбики, которые мы провязали. Вот видите, этот первый столбик, вот он здесь. Мы его уже провязали.
Но если мы продолжим вязать дальше с первой столбика без накида второй ножки, вот если мы провяжем, сейчас вам наглядно покажу, вот, и смотрите, что у нас получается посередине. Вот такая вот дырочка она получается. Чтобы этого не получилось, нам нужно сейчас сделать как бы так убавку. Покажу вам, как это сделать. Итак, нужно ввести крючок в этот угловой столбик. Вводим крючок в этот угловой столбик. Захватываем нить, выводим ее. 2 петли на крючке. Затем ищем такой же угловой столбик на второй ножке. Если вы так развернете, то увидите, что с него идет первый столбик без накида второй ножки. Вот он, этот столбик. Также вводим крючок, захватываем нить, выводим. На крючке у нас уже 3 петли. И так как у нас это получается, если мы сейчас вместе все провяжем, у нас получится один лишний столбик, потому что и на этой ножке должно быть по 14 столбиков. Поэтому мы вводим крючок в первый столбик второй ножки. Также захватываем нить, выводим ее. И на крючке у нас уже 4 петли. Все, провязываем все вместе. Вот так. Все, это будет как первый столбик второй ножки получился. И на второй ножке у нас остается 13 столбиков. Провязываем их. Теперь смотрите, все. Такой дырочки уже у нас нет, как было в первый раз. Можно, конечно, сделать и проще. Не делать никаких убавлений. Сразу начинать вязать со второй ножки, а эту дырочку потом зашить просто иголкой. Вот. Поэтому делайте, как вам удобней. Можете сделать так, как я показала, а можете провязать сразу. Вот в первой ножке провязали 14 столбиков, перешли на вторую, провязали 14 столбиков, а эту дырочку потом зашить иголочкой. Все. Вот. Делайте, как вам удобно. Так, это у меня уже 3-й столбик, 4-й. И так буду вязать до конца, должно получиться 14 столбиков. Все, соединили ножки. И это был первый ряд тела. И в нем должно было получиться в конце 28 столбиков без накида. Обязательно пересчитайте. Вяжем второй ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик. Второй столбик. На первый столбик ставим маркер, который провязали. Провязываем 6 столбиков. Провязала 6 столбиков без накида. Делаю одну прибавку. Раз столбик, сюда же второй столбик. Теперь нужно провязать 14 столбиков без накида. 1, 2. Провязываем 14 столбиков. Провязала 14 столбиков без накида. И в следующий столбик делаю одну прибавку. Провязала одну прибавку. И осталось провязать мне 6 столбиков без накида до конца ряда. Провязываем эти столбики. Все, провязала последние 6 столбиков. Получился второй ряд. И в этом ряду у нас должно было получиться 30 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд. Это 3-й ряд. И 3-й и 4-й ряд вяжутся одинаково. В каждый столбик провязываем по одному столбику без накида. Всего их должно быть 30. То есть в 3-м ряду провязали 30 столбиков без накида. И в 4-м ряду также провязываем 30 столбиков без накида. Провяжите эти ряды самостоятельно. Провязали 3-й и 4-й ряды по 30 столбиков без накида. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду теперь нам нужно делать убавки. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Провязали 6 столбиков без накида, делаем одну убавку. И после убавки нам нужно провязать 14 столбиков без накида. Провязываем столбики. Провязала 14 столбиков без накида. Теперь нужно сделать одну убавку. Провязываю одну убавку. Все. Осталось провязать 6 столбиков без накида. Провязываем их до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это был 5-й ряд. В пятом ряду получиться должно было 28 столбиков без накида. Вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду нам тоже нужно будет делать убавки. Провязываем для начала 6 столбиков без накида. 1, 2. Провязываем столбики. Провязали 6 столбиков без накида. Теперь нам нужно сделать одну убавку. Делаем убавку. Все. Теперь нужно провязать 12 столбиков без накида. И после 12 столбиков также сделать одну убавку. Провязываем столбики. Провязала 12 столбиков без накида. Теперь делаю убавку. Все, провязываю последние 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, закончили вязание 6-го ряда. Всего должно было получиться в 6-м ряду 26 столбиков без накида. Вяжем 7-й ряд. Также в начале провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2. Провязываем столбики. Провязала 6 столбиков и делаю убавку. Теперь нужно провязать после убавки 10 столбиков. Провязываем 10 столбиков. Провязала 10 столбиков, теперь делаю убавку. Все, до крючка у меня осталось 6 столбиков. Провязываем их. Провязали 7-й ряд. В 7-м ряду получилось 24 столбика без накида. Провязываем 8-й ряд. В 8-м ряду будем чередовать убавки через 2 столбика без накида. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Ставлю маркер. Теперь делаю убавку после 2 столбиков. Вот так. Теперь снова провязываю 2 столбика. 1. В следующую петлю 2. И делаю убавку. Так вяжу до конца ряда. Провязываем 2 столбика, делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. Провязали 8-й ряд до конца. И в 8-м ряду получилось 18 столбиков без накида. Вяжем следующий ряд, 9-й. 9-й, 10-й ряд вяжутся одинаково. То есть провязываем по 18 столбиков без накида. 2. То есть в каждую петлю вяжем по одному столбику без накида. Провязываем 9-й, даже 9-й, 10-й и 11-й ряд. Вяжем по 18 столбиков без накида. Провязали 9, 10, 11 ряды по 18 столбиков без накида. Вяжем 12 ряд. И в 12 ряду в начале сразу делаем одну убавку. Вот так. Сделали убавку. Теперь нужно провязать оставшиеся 16 столбиков без накида. Провязываем до конца ряда. Убавок больше не делаем. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Провязала 12 ряд до конца. И в 12 ряду получилось 17 столбиков без накида. Вяжем следующий 13 ряд.
Также делаем одну убавку в начале ряда. Вот первая убавка. И теперь провязываем оставшиеся 15 столбиков без накида. Так, в прошлом ряду у нас получилось 17 столбиков без накида. Это 13 ряд. Сделали одну убавку и вяжем в каждый столбик по одному столбику до конца ряда. Провязали 13 ряд до конца, и в 13 ряду получилось 16 столбиков без накида. Вяжем следующие ряды. Получается 14 и 15 ряд вяжутся без изменений. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. То есть в 14 и в 15 ряду у нас должно быть по 16 столбиков без накида. Провязываем эти ряды самостоятельно. Довязали 14-15 ряд до конца и заканчиваем вязание. Все, закрепляем нить. Немного ее оттягиваем и отрезаем. Все, тело готово. Теперь его нужно плотно набить. Так, вот так, лицевая сторона здесь. Все, вот такое тело получилось. Нужно набить его полностью наполнителем, поплотнее. И теперь нужно связать голову. Итак, начинаем вязать голову. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Набрали 6 столбиков без накида. Дотягиваем кольцо. Вяжем второй ряд. Во втором ряду набираем, во втором ряду, получается, провязываем в каждый столбик по одному столбику, по 2 столбика без накида. Да, так. То есть в первом ряду у нас было 6 столбиков, во втором ряду будет 12. Провязываем второй ряд. Делаем первую прибавку. Первый столбик. Сюда же второй столбик. В следующую петлю также провязываем прибавку. Так провязываем все до конца ряда. Провязали второй ряд. Во втором ряду получилось 12 столбиков без накида. Вяжем третий ряд. В третьем ряду также вяжем прибавки, но чередуем их через один столбик без накида. То есть вот в начале ряда я провязала один столбик без накида. Значит, в следующую петлю я сделаю одну прибавку. А в следующую петлю провяжу один столбик без накида. В следующую сделаю прибавку. Так вяжем до конца ряда. Чередуем прибавки через один столбик без накида. Всего прибавок должно быть 6. Провязали третий ряд до конца. Получилось 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду будем чередовать прибавки через 2 столбика без накида. Но сначала мы первые эти 2 столбика не будем провязывать. Мы их поделим пополам. Так сделаем только в начале ряда. То есть провязываем один столбик без накида и после него делаем прибавку. Вот так. А теперь после прибавки вяжем 2 столбика без накида, 1 и в следующую второй. А в следующую петлю уже делаем прибавку. Все, до конца ряда буду чередовать прибавки через 2 столбика без накида. И последняя непровязанная петля провяжем 1 столбик без накида. Итак, провяжите до конца.
Вот я почти довязала 4-й ряд до конца. И смотрите, в начале мы разделили как бы пополам, я говорила, да? Поэтому осталась последняя петля после 6-й прибавки. И в нее мы провязываем 1 столбик без накида. Все. И теперь, если мы на весь ряд посмотрим, то увидим, что у нас прибавки чередуются через 2 столбика без накида. Просто здесь в начале ряда мы как бы поделили эти 2 столбика пополам. И в начале провязали 1, и в конце 1. Получилось вместе 2. Все, это был 4-й ряд. В нем чередовались прибавки через 2 столбика. А в следующем 5-м ряду будем чередовать прибавки через 3 столбика. То есть в начале ряда провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 3 столбика. И после 3-го столбика в следующую петлю провязываем прибавку. 1 и сюда же 2. Все, после прибавки буду вязать снова 3 столбика без накида. А после этих 3 столбиков буду делать прибавку. Всего прибавок должно быть 6. Провязала 5-й ряд до конца. В 5-м ряду получилось 30 столбиков без накида. Итак, вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду тоже получается прибавки чередуем через 4 столбика без накида. Это у нас четное число, поэтому можем поделить их пополам в начале ряда. Сначала провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Ставим маркер на первый столбик. И после этих 2 столбиков провязываем прибавку. 1, 2. Теперь мы в этом ряду будем чередовать прибавки через 4 столбика без накида. Поэтому после первой прибавки провязываем 4 столбика без накида. Для чего это делается, когда мы делим, получается, эти столбики пополам и в начале ряда провязываем только половину? Это делается для того, чтобы круг получался как бы более круглым, чтобы он не был шестиугольным, потому что у нас всегда 6 прибавок в каждом ряду. И если мы не будем делить вот так пополам в начале ряда, то у нас прибавка будет в каждом ряду над прибавкой. И получается будут такие как бы полосы. И будет уже как бы не круг, а больше на шестиугольник похоже. Поэтому, чтобы был у нас ровный круг, мы делим эти первоначальные столбики пополам в четных рядах. Ну, как бы не в четных рядах, а когда у нас четные столбики, да. Вот мы делили так пополам, когда чередовали прибавки через 2 столбика. Теперь мы так делим, когда у нас 4 столбика. Все. Надеюсь, понятно объяснила. Вот мы вначале разделили на 2. Да, вот мы 2 провязали столбика, сделали прибавку. Теперь провязали 4 столбика и делаем прибавку. Все, после прибавки этой второй прибавки я снова провязываю 4 столбика без накида. Все, будем чередовать через 4. Так провязываем до конца ряда. 4 столбика, прибавка. Так, я сделала 5-ю прибавку, провязала после нее 4 столбика без накида. Провязываю последнюю 6-ю прибавку. И после нее остается провязать 2 столбика без накида. Все, провязали 6-й ряд, получается. В 6-м ряду чередовали прибавки через 4 столбика без накида. И у нас получилось 36 столбиков без накида. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду чередуем прибавки через 5 столбиков без накида. Здесь пополам ничего делить не нужно. Сразу в начале ряда провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. И в следующую 6-ю петлю вяжем прибавку. Все, вяжем так до конца ряда, чередуем прибавки через 5 столбиков без накида.
Всего прибавок должно быть 6. Провязала 7 ряд до конца, и в 7 ряду получилось 42 столбика без накида. Вяжем 8 ряд. И в 8 ряду нам нужно провязать 14 столбиков без накида. Провязываем с начала ряда 14 столбиков. Я провязала 2 уже. Довязываем. Провязала 14 столбиков без накида. И в следующую петлю вяжу прибавку. Одну. Все. Нет, подождите. Это первая прибавка. А в следующую петлю вторую прибавку. Да, то есть мы делаем после 14 столбиков без накида 2 прибавки. Все, провязала я 2 прибавки. И теперь нужно провязать 20 столбиков без накида. В каждый столбик по одному столбику. Провязываем 20. Провязала 20 столбиков без накида. Теперь мне нужно также сделать 2 прибавки. Провязываем первую прибавку. И делаем вторую прибавку в следующую петлю. Провязываем оставшиеся 4 столбика. То есть в этом ряду, в 8, мы сделали 4 прибавки. Все, довязала 8 ряд до конца. И в 8 ряду получилось 46 столбиков без накида. Теперь нам нужно провязать с 9 по 16 ряд в каждом ряду 46 столбиков без накида. То есть провязываем 8 рядов по 46 столбиков без накида. Вяжем в каждый столбик по одному столбику. Никаких прибавок делать не нужно. Провяжите эти ряды самостоятельно. Итак, провязала 8 рядов по 46 столбиков без накида. Теперь провязываем 17 ряд. В 17 ряду нам нужно будет сделать убавки. Сначала провязываем 16 столбиков без накида. 1, 2. Вяжем 16 столбиков без накида. Провязала 16 столбиков без накида. Теперь делаю 2 убавки. Итак, провязываю первую убавку. И следующие 2 петли провязываю вторую убавку. Вот так. После 2 убавок нужно провязать 18 столбиков без накида. Провязываем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков. Теперь нужно снова сделать 2 убавки. Провязываем первую убавку. И следующие 2 петли вторую убавку. Вот так. Провязываем оставшиеся 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так, провязали. Это, получается, был 17 ряд. Теперь вяжем 18 ряд. В 18 ряду будем чередовать убавки через 5 столбиков без накида. Провязываем 5 столбиков. 1, 2. Ставим маркер. 3, 4 и 5. Провязали 5 столбиков без накида. В следующей петле делаем убавку. После убавки снова провязываем 5 столбиков без накида. Так вяжем до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Провязываем ряд до конца самостоятельно. Провязала 18 ряд до конца. Получилось 36 столбиков без накида. Теперь вяжем 19 ряд. В 19 ряду нам нужно чередовать убавки через 4 столбика без накида.
И помните, как мы с вами вязали прибавки, когда надо было чередовать их через 4? Убавки делаем точно так же. То есть в начале ряда мы провязываем не 4, а 2 столбика. 1, 2. Ставим маркер. После 2 столбиков провязываю убавку. И после убавки провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. После 4 столбиков делаю вторую убавку. Все, теперь до конца ряда буду чередовать убавки через 4 столбика без накида. После этой убавки снова провяжу 4 столбика без накида, сделаю убавку. Всего убавок должно быть 6. А в конце ряда мы провяжем 2 столбика без накида. Провязываем до конца. Я провязала последнюю 6-ю убавку. И у меня осталось 2 столбика. Провязываю каждый столбик по одному. Все, закончили 19 ряд. В 19 ряду получилось 30 столбиков без накида. Вяжем 20 ряд. В 20 ряду убавки чередуем через 3 столбика без накида. Провязываем 3 столбика. Делаем убавку. Провязали первую убавку. И снова провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем вторую убавку. Вяжем так до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Провязали 20 ряд до конца. Получилось 24 столбика без накида. Вяжем 21 ряд. В 21 ряду нам нужно чередовать убавки через 2 столбика без накида. Но, как обычно, мы делим сначала их пополам. Провязываем только... В начале ряда провязываем сначала только 1 столбик. Затем делаем первую убавку. И после первой убавки уже вяжем как обычно. То есть чередуем убавки через 2 столбика. Вот я связала 2 столбика. И провязываю вторую убавку. После второй убавки также вяжу 2 столбика. Вяжем так до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Провязала последнюю 6-ю убавку. И вот у меня остался 1 столбик. Довязываю его. Все. Довязали 21 ряд до конца. Вяжем 22 ряд. В 22 ряду чередуем убавки через 1 столбик без накида. Провязываем 1 столбик. После него сразу делаем убавку. Это первая убавка. После первой убавки снова провязываем 1 столбик. И после этого столбика вяжем вторую убавку. Все, после второй убавки также провяжу 1 столбик. Вяжем так до конца ряда. Всего убавок должно быть 6. Когда закончили 22 ряд, то голову нужно плотно набить наполнителем. Набиваем голову. Все, голову плотно набила. И мы провязали 22 ряда. Вяжем последний, 23 ряд. Так, в конце 22 ряда получилось 12 столбиков без накида. Теперь нужно в 23 ряду сделать 6 убавок. Для этого сразу делаем убавку. То есть у нас осталось всего 12 столбиков без накида. И нам нужно просто все эти столбики убавить. Вот мы провязали первую убавку. Берем следующую пару, делаем также вторую убавку. Следующую пару, третью убавку. Следующую, четвертую. Пятую. И последнюю, шестую. Так, сейчас. Все. Последняя, шестая. Все. Это был последний 23 ряд. Теперь нужно оттянуть нить подлиннее, потому что голову будем пришивать к телу. И отрезать ее.
Все, нить отрезала. Теперь нам нужно закрыть петли, чтобы затянуть отверстие. Для этого берем крючок и вводим его за переднюю стеночку следующего столбика. Да? То есть вот он у нас последний столбик, с него торчит нить, а мы вводим крючок в следующий столбик за переднюю стенку. Захватываем нить и выводим ее. Теперь вводим крючок в следующий второй столбик, захватываем нить, выводим ее. Это уже был второй. Так, третий также делаем. Захватываем нить, выводим. Четвертый также. Пятый. И последний, шестой. Все, провели нить через все столбики. И теперь просто ее затягиваем. Все, затянули отверстие. Вот что получилось. Вот такая голова. Поправляем ее, если она немного собралась. Все. Вот такая голова получилась. Так, тело мы связали, голову связали. Теперь свяжем руки. Итак, начинаем вязать руку. Для этого делаем кольцо амигуруми и закрепляем его. Набираем в кольцо 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков без накида, кольцо затягиваем. Теперь нужно провязать со 2 по 13 ряд по 5 столбиков без накида. То есть ручка вяжется очень легко. Не нужно делать никаких тут ни прибавок, ни убавок. Просто нужно провязать в каждом ряду по 5 столбиков без накида. Вот сейчас я провяжу второй ряд. 2, 3, 4, 5. Вот 5 столбиков во втором ряду, также 5 столбиков в третьем ряду и так далее со 2 по 13 ряд. Провяжите эти ряды самостоятельно. Все, провязала со 2 по 13 ряд. Ручка готова. Закрепляем нить. Оттягиваем ее подлиннее, потому что ручку нужно будет пришить. И отрезаем. Все, ручка готова. Набивать наполнителем ее не нужно. Вторая вяжется точно так же. Вот я уже связала 2 ручки. Все, они готовы. Все, мы связали голову, тело и руки. Теперь все это нужно сшить. Голову вставляем вот так как бы в тело. Да? Вот нить у нас она отсюда выходит. Возьмите иголочку либо крючок и выведите ее сбоку. Где-то примерно, получается, в 3 ряду. Вот между 3 и 4 ряду выведите нить оттуда и пришейте голову к телу. Вот так. Все, голову к телу нужно будет пришить. А руки пришиваем между 14 и 15 рядом. Там буквально 2 стежочка нужно будет сделать. Все, следите, чтобы все было ровно. На лицевой стороне, да, где мы говорили, где у нас на ножках ряды без перекосов. Все это сейчас пришьем. Все, я пришила ручки и голову. Вот что получилось. Ручки пришивала между 14 и 15 рядом, а голову вставила и пришила, получается, примерно к 3 ряду. Все, основу куколки мы приготовили. В следующем видео свяжем колпачок, платье и прическу.